Manor Lords. На первый взгляд, это обычный градостроительный симулятор, которых в Steam миллион. Загвоздка в том, что именно эту стратежку добавили в список желаемого более 3 миллионов раз, из-за чего игра влетела в топ самых ожидаемых проектов. В смысле, она, на первое место попала. Выше Сталкера, Hades 2 и сиквела Hollow Knight. При этом Лорды — личный проект одного неизвестного автора и его небольшой команды. Гейм-директор Грег Стичен своей игрой конкурирует одновременно с Total War, Farthest Frontier, Stronghold и даже с Тропика. А самое интересное, что у него, получается. Но не спешите расчехлять свои лиры, ведь в творении лорда Грега есть огромный подвох. И спрятан он вот в этой плашке. Manor Lords переводится как «поместные лорды», и название очень четко описывает суть игрового процесса. Вас десантируют на холмистую карту вместе с небольшой группой поселенцев, выдают горстку ресурсов и с таким скромным стартовым капиталом отправляют в дикую природу, где обитают животные, разбойники и другие лорды. Чтобы прийти к успеху, необходимо максимально быстро развивать поселение, то есть увеличивать численность населения и выстраивать цепочки производства. Вот решили вы накормить горожан хлебом, значит, нужно собрать зерно с помощью житницы, отдать его на мельницу для получения муки, а муку засунуть в общую печь. Вуаля, хлеб готов. Короче, базовая база для любой экономической стратегии с поправкой на то, что у нас тут примерно 13 век. Примерно, поскольку даже на официальном сайте Manor Lords происходящие в игре события ограничены нифиговым таким отрезком с 11 века до 15. Вначале игра довольно медленная. Вы не спеша строите домики, расставляете охотничьи палатки, запасаетесь дровами и пытаетесь всячески радовать жителей. Их хотелки подписаны прямо рядом с домиками. Отгрохаете им церковь, построите колодец, организуете рынок для сбыта товаров, и в деревню начнут подтягиваться новые семьи, которые тоже займут свои почетные места в цепочках производства. Чем больше жителей, тем больше припасов требуется городу, но и производственные мощности региона сильно возрастают. Если жители дома полностью удовлетворены своим положением, можете прокачать их сарай до 2, а позже и до 3 уровня. Радовать жильцов станет сложнее, потому что их требования вырастут. Зато теперь халупу можно трансформировать в мануфактуру, то есть заставить работяг трудиться на удаленке прямо из дома. Создание мануфактуры — единственный способ организовать производство луков, обуви, инструментов и некоторых других сложных штук внутри вашей деревни. Тут главное не перестараться. Я вот настроил в одном из первых матчей кучу мастерских лучников, и это была фатальная ошибка. Мерзавцы уничтожали все доски в городе. Они были просто неостановимы. И им нельзя было сказать: да подожди, братан, дай церковь построить. Ну хоть досочку придержи на складе. Не, никаких остановок. Только луки, только хардкор. В итоге мне пришлось продавать луки, которых накопилось больше 300, и с огромной наценкой закупать доски, чтобы ровно в момент поступления товара сразу направить его на строительство. А то они ведь и факторию обворовывали. Левелап домов еще и влияет на прокачку самого региона. Отстроили 5 сараев 2 уровня, получили очко прокачки для дерева технологий. Сейчас оно крайне скромно выглядит, но полезные исследования там найдутся. Например, можно разблокировать пасеку, соорудить 12 новых ульев и накормить всех медом. Либо удариться в торговлю и, прокачавшись, сильно сбить цены на импорт товаров. Если вы подумали, что создание города в Manor Lords чем-то напоминает Stronghold, кроме прокачки домов и дерева технологий, то мы с вами на одной волне. Перед запуском игры я ожидал увидеть на экране как раз Stronghold, только с хорошим графоном и с чуть более углубленной экономикой. А потом я запустил игру и начал изучать панельку в верхней части экрана. Тут Stronghold упала со стула. Что стало с Age of Empires в тот момент, я даже боюсь представить. Разных материалов, видов еды и других счетчиков тут не 10 или 15, как в РТС, а мать его 68! И это я только основное посчитал. В Manor Lords ведется учет занятых и незанятых семей, указывается количество свободных домов, рассчитывается процент недовольства горожан, уровень стабильности в регионе, бюджет деревни, количество валов в регионе, еще и 7 базовых материалов строительства. Короче, ресурсов много. Вот взять, например, дерево. Тут его аж 3 вида. Есть бревна, они используются для строительства. Есть дрова, ими жители отапливаются в холодную пору. А пилорама может переварить бревна в доски. С их помощью и сложные постройки позволяют сооружать, и луки стругать, и для крафта копий они тоже пригодятся. А если вы думаете, что Manor Lords развлекает игрока только разнообразием материалов,
то как вам сортировка людей? Игра учитывает не только количество семей в городе и их занятость, но и состав этих семей. Отмечает всех мужиков и женщин в вашем поселении. В общем, Грег обмазал экономическую часть игры любимым словом фанатов Escape from Tarkov. Ведь многие системы в Manor Lords пропитаны реализмом. Реализм присутствует как в очень мелких механиках, вроде состояния здоровья жителей вашего города, они могут заболеть или замерзнуть насмерть, например, так и в глобальных системах. Припасы наверняка испортятся из-за дождя, если не спрятать их под крышу склада, а еда не доставит на рынок саму себя из амбара, стоит назначить ребят, которые выставят продукты на продажу. Не дадут заскучать и в процессе фарма ресурсов. Лес вырубается, залежи камня иссякают, да и дикие животные, зараза, плодятся медленнее, чем их отстреливают. Правдоподобно. Не уверен, правда, что олени умеют дрифтить. Ну, раз в такой комплексной игре они дрифтят, значит и в реале умеют. Неважно, что у машины под капотом. Самое главное — это то, кто сидит за рулем. Реализм влез даже в климат. Как и в Farthest Frontier, в Manor Lords времена года сменяют друг друга, то озеленяя все вокруг, то засыпая крыши домиков снежными сугробами. Это, естественно, влияет на жизнь деревни. Зимой дрова сжигаются быстрее, а почти все источники еды уходят в спячку. Стоит заранее озаботиться вопросом пропитания людей перед наступлением морозов. Кроме этого, имеет смысл распределять семьи на разные производства в течение года, чтобы в хижине фуражиров люди не просиживали всю зиму без дела, например. Логистика в лордах тоже весьма, скажем так, правдоподобная. Жители не могут сами таскать бревна и крупные повозки по округе. Для перевозки тяжелых грузов им требуются валы, а валов, разумеется, надо закупать. Сами в город ни валы, ни другие животные не приходят. Забавно, что жители вот совершенно спокойно появляются из ниоткуда и занимают пустые сараи. Ну, куда им до валов-то? Чтобы поднять бабла на нужды региона, необходимо построить факторию. Фактория — это священный грааль в Manor Lords. Как только у вас есть что предложить миру в обмен на монетки, организовывайте торговый путь и вступайте в рыночные отношения. Продавайте что угодно, хоть дрова, хоть кожу. Главное — заработать денег. Если бабла достаточно, то дефицит любого товара решится в 2 клика. Открываете торговый путь, покупаете что нужно, профит. Только учтите, что ресурсов исключительно для торговли в игре нет. Все, что вывозится из региона, может быть полезно и самому городу, лишнего не продайте. В общем, игра требует много мелких действий, но ковырять деревушку на самом деле очень залипательно, ведь никто не торопит. Можете в любой момент поставить игру на паузу, осмотреться, назначить людей на производство, а потом ускорить игру в 12 раз и перемотать скучный отрезок. Поэтому сделать один эффективный город, в общем, несложно. Настоящий геймплей начинается позже, когда вы присоединяете к своему владению новые регионы. Игровое поле разбито на 8 зон. Чтобы получить возможность отгрохать что-нибудь в неподконтрольных участках локации, нужно вбухать 1000 очков влияния в захват региона. Эти очки можно накопить хоть за счет налогов, хоть за победы в сражениях. Бои мы чуть позже обсудим. Если соперник не решится оспорить ваши притязания на территорию, получаете регион. И все новые города, ясное дело, тоже требуют внимания. Нужно направлять семьи на рабочие места, перемещать товары из одного района в другой, повышать довольство населения, отстраивать производство. Как сложно это делать. Я стал в это играть, потому что я ничего не понял. А мне нравится. Погодите, Manor Lords — это, к счастью, не дотошный исторический симулятор, а стратегия, которая иногда приносит реализм в жертву в угоду интересного игрового процесса. Все же не все аспекты в ней копируют реальность, и никто не требует от игрока докторскую по деревенской экономике. Вот, например, ситуация. Лесорубы вырубили лес. О боже, где же брать дрова? Все, тупик, дерева нет! Но на самом деле трудность очень легко преодолевается. Стоит воткнуть хижину лесников, и лес моментально возродится. Дикие животные могут бегать прямо рядом с деревней, но никогда на нее не нападут, потому что игра воспринимает их исключительно как ресурс для охотников. Да и наказание за плохую игру тут, мягко говоря, не очень реалистичное. Вы можете на целую зиму оставить жителей деревни не то что без дров, но даже без домов, и они все равно будут месяц-другой стойко терпеть ужасные морозы. Можете полностью провалить подготовку к зиме и оставить город без еды. Народ повозмущается, но и при таком раскладе отношение к лорду может остаться положительным. Самое жестокое наказание, которое игра для вас подготовила, это небольшой софтлок развития поселения.
Представим, что вы по невнимательности всадили стартовые 50 монет не в создание торгового пути, а, например, в огороды и валов. Просто не знали, что так лучше не делать. Из-за этой ошибки ничего ужасного не произойдет. Вы просто будете долго сидеть без бабла. Смотрите, лучший способ пополнить казну — организовать торговый маршрут, а это стоит денег. Если вы слили стартовый капитал в пристройке к домикам, то у города просто не хватит средств на это. Останется только прокачивать домики горожан и собирать с них налоги по одной монетке с мыслью: когда ж я накоплю свои 7 монет, чтобы начать зарабатывать на дровах. Еще есть опция обворовать лагерь бандитов, но это тоже не самый оптимальный вариант. Как вы видите, игра все-таки не очень реалистичная. Просто геймплей тут строится вокруг микроменеджмента всего и вся, что, в общем, неплохо. Сложно не привязаться к городу и его жителям, когда вы лично несколько часов кряду терпеливо расставляли их по шахтам и заставляли собирать урожай. Однако эффект погружения в деревенский быт тут отлично ощущается не только благодаря геймплейным механикам, но и потрясающей аудиовизуальной составляющей. У меня просто в голове не укладывается, как игра умудряется выглядеть и звучать не то что лучше стратегий. Сравните просто Total War Pharaon и Manor Lords. Ясно, кто тут батя графона. Но и круче некоторых игр от третьего лица. Лорды явно в курсе своей сильной стороны. Камеру можно опустить практически до земли, чтобы рассмотреть все детали. Есть специальный кинематографический режим съемки, чтобы плавно полетать по городу, а самый флекс, конечно, спрятан в этой кнопочке. Стоит ее нажать, и вы оказываетесь прямо посреди деревни. Можете лично побегать по городку и насладиться пейзажем. Даже почти не фризит на ноутбучный 3070. Ну, почти. Для пущего погружения можно даже герб свой создать и выбрать аватар лорда. Я вот загрузил лого StopGame.ru и продвигал геймерские ценности по всей округе. Подписывайтесь на нас, кстати. Сайту уже, судя по футажам из игры, 1000 лет скоро стукнет. Графон, короче, очень впечатляет. Но наслаждение атмосферой игры придет к вам только тогда, когда вы вкатитесь в геймплей. Разберетесь, что где нажимать, чтобы не попасть в просак. Ключевое слово «когда». Мне потребовалось часов 10, чтобы сориентироваться в происходящем. И тому есть две причины. Первая причина — отсутствующее обучение. Все, что предложила мне игра в качестве гайда, это меню справка и всплывающие во время игры подсказки. Всплывающие, подсказки. В игре, в которой на одном экране отображаются две разные казны, стоило бы подробно объяснить, что вот это городской бюджет, это казна самого лорда, вот так одно переводится в другое, и вот для чего эту сложную махинацию вообще стоит проворачивать. И нет, 2 строчками текста тут не отделаешься. В этом обучении не помещается даже то, что я успел вам рассказать. Вы из обзора уже узнали про игру больше. Но еще сильнее меня поражает интерфейс. В целом он выглядит достаточно опрятно, панельки плавно появляются, атмосферно шуршат, кнопки звонко кликают. Только вот, я лучше на примере покажу. Попробуйте быстро отыскать тут пилораму. А сыромятню на этом скрине найдете? Я вот с этой задачей справляюсь с трудом. Сверху город выглядит как набор абсолютно одинаковых сарайчиков. Это безумно красиво, конечно, только если вам нужно быстро снять одну семью с постройки и назначить на другое место, задолбаетесь искать, кто там где сидит. Решить эту проблему призвана кнопка Tab. Она включает подписи ко всем домам и позволяет хоть как-то сориентироваться. В определенный момент я в принципе перестал убирать с нее палец. Так играть становится проще, но все еще приходится елозить мышкой по сарайчикам в поиске нужного, поскольку кроме шестеренки, видимо, других обозначений производств просто нельзя и представить. Что общая печь, что мельница, что дом дровосеков, все они отмечены скучной шестеренкой. Все, что я описал до этого момента, относится к градостроительной части игры. О ней можно говорить еще долго, но обзор рискует превратиться в гайд. Главное, что стоит понять, практически ничто в деревне не происходит само собой. Вы должны буквально собственным пальцем указывать людям на их рабочие места, самостоятельно определять площадь и очередность засеивания полей и пристально следить за тем, хватает ли бухла в пивнушке, потому что без этого единственного развлечения люди начнут бухтеть. Делать все это достаточно интересно, нужно лишь привыкнуть к интерфейсу и понять правила игры. Но остается вопрос, а зачем это все? На кой черт мне нужен мощный город с могучей экономикой, если внешних угроз тут особо и нет? Даже волки не нападают.
И тут я раскрою страшную тайну. Угрозы все-таки есть. В зависимости от режима игры, вам предстоит либо отбиваться от волн варваров, либо противостоять вражескому лорду и завоевывать его территории, либо и то, и другое одновременно. Сам вражеский лорд, кстати, на карту не явится. В текущей версии игры он будет сражаться с вами, отправляя войска из-за края игрового поля. Так что и в осадах замков а-ля Stronghold тут поучаствовать пока не получится. Ранний доступ он такой, может и игру Manor Lords оставить без лордсов. Так или иначе, лучше всех с задачей подраться справляется армия. Армия может разорвать варваров, армия может дать отпор вражескому лорду, и в конце концов крутость армии является отличной демонстрацией эффективности вашей политики. Если у вас много ресурсов и выстроены сложные цепочки производства, сможете соорудить комплексные доспехи для ополчения. Если город люто торгует и выплачивает своему лорду крупные налоги, оплатите отряды наемников, которые и мощные, и набрать их можно больше 6 отрядов, и не требуют изымать мужское население с рабочих мест. Даже личная дружина лорда, отряд элитных юнитов с отличными доспехами и опасным оружием, приобретается за серебро. С мощной армией все, что вам останется для достижения победы, это не спеша копить очки влияния, уничтожая варваров или собирая налог с церкви, а за это влияние захватывать регионы один за другим. Если кто решит оспорить ваши притязания, отправляете ребят и устраиваете месиво. И тут смешно. Смотрите, вот столько вкладок выделено под экономические аспекты игры в меню «Справка». А вот столько занимает разъяснение боевки. В этих вкладках пока, кстати, почти ни хрена и нет. Как я уже сказал, обучение в этой игре на данный момент отсутствует как класс. Но все же, основная система достижения победы математически в 5 раз проще, чем та, которая служит фундаментом для ее работы. Вот у вас в распоряжении 59 ресурсов, а вот ваши юниты. Да, их всего 4 вида. Есть еще, конечно, упомянутые наемники и дружина, но даже с ними разнообразие войск невелико. Ребята с холодным оружием разной степени заостренности, да лучники. Вот и весь выбор. Что касается управления, то все кнопки говорят сами за себя. Бежать, не бежать, пушить, не пушить, обороняться в ближнем бою или защищаться от обстрела и так далее. Еще можно объединять войска в формирование зажатым альт и менять ширину строя. Конечно, в боевой системе есть свои тонкости. На эффективность отряда сильно влияет его расположение. Лучники не могут стрелять сквозь сослуживцев, а ключевым показателем состояния бойцов является не здоровье, а боевой дух. Дух обнулится, отряд свалит с поля боя. И все-таки боевка уже не требует от игрока такого пристального внимания к мелочам, как во время постройки города. Стрелы у лучников не заканчиваются, есть воинам не нужно, солдаты могут без проблем бродить по карте в течение месяцев, и никакие привалы для отдыха им не потребуются. На боевке игроку позволяется немного переключиться, отвлечься от микроменеджмента и почувствовать себя полководцем. Ощущать себя лидером войска в игре с такой картинкой невероятно приятно. Наблюдать, как куча юнитов двигается к полю боя, чтобы решить, кто же будет владеть регионом, потрясающе. Немного печально, что в плане тактики тут особо не развернешься. Можно зайти сбоку, можно попытаться заманить врага под обстрел, но разнообразие юнитов и способы их применения настолько скудны, что выигрывает почти всегда тот, кто пришел на стрелку более подготовленным. Получается, если есть город с мощной экономикой, и вы можете позволить себе потратиться на 5-6 отрядов наемников, то без проблем снесете врага своим войском. Остается только догадываться, как Грег со своей небольшой командой в течение 7 лет воплощал в реальность все то, о чем я тут распинаюсь. Manor Lords впечатляет своим размахом и тем, насколько много всего автор еще должен доделать. Видите ли, во всех без исключения элементах игры есть что-то, что не доведено до ума. Интерфейс не переведен до конца, мультиплеера нет, и неясно будет ли. Из всего списка налогов доступно только 2 пункта. Юнитов так мало, потому что кавалерия, бойцы с пороховым оружием и инженерные войска еще в разработке, окно диалогов с лордами вообще в зачаточном состоянии, да и самих лордов, напомню, на карте нет. Они просто вываливают войска на поле, когда приходит время подраться. Окно указов не готово, дерево прокачки не завершено, вкладка производства пустая, редактирование усадьбы в альфе, моделька лорда одна на все аватарки, и этот список можно продолжать и продолжать. Manor Lords, даже со всем тем, что в ней есть сейчас, очень далека от статуса завершенного продукта. И бог знает, сколько ей еще потребуется времени для доведения систем до ума.
В текущей версии игры есть интересные механики, есть красивая картинка, но это все связано вместе так, что избавиться от ощущения игры в раннюю альфу очень тяжело. Конечно, и в состоянии игры из Early Access лорды могут затянуть любителей сеттинга или жанра экономических стратегий. Вот остальные оценят игру и отложат ее на полку. По крайней мере, до тех пор, пока проект не избавится от плашек Work in Progress, которые сейчас тут обнаруживаются в совершенно неприличных количествах даже для раннего доступа. А так хотелось влепить похвально, но оценка на стадии доработки, получается. Пишите, что думаете об игре, оценивайте видео, и увидимся на Stop Game.ru.